Кашель является симптомом воспаления миндалин, либо говорит о развитии осложнений ангины. Кашель – это нередкое явление при ангине и зачастую ее сопровождает. Кашель зачастую носит сухой характер при раздраженном горле. Кашель при ангине носит полезный характер, за счет кашля очищаются миндалины, но при этом идет распространение инфекции в окружающую среду. Но также стоит понимать, что кашель – это не только проявление возможной ангины, а многие заболевания дыхательной системы сопровождаются кашлем. Какой характер имеет кашель при ангине? Кашель при ангине зачастую сухой, раздражающий, но тем не менее он переносится достаточно плохо. И этот кашель нужно увлажнять. Характер кашля при ангине указывает на характерный ее вид. При сухом кашле мы видим першение, дискомфорт в горле, затруднения при вдохе. При мокром кашле мы видим отхождение слизи из бронхов, из горла. Он носит более легкий характер, он является продуктивным и приносит облегчение. При некоторых видах ангины, при коклюше, наблюдается спастический кашель, что бывает достаточно редко. При различных аллергиях, бронхиальных астмах, сопутствующих при некоторых формах ангинах, мы наблюдаем астматический компонент. Несомненно, самым опасным видом кашля при ангине является сухой. Он является надсадным, быстро достаточно утомляет пациента, раздражает дыхательные пути, нарушает сон. Сухой кашель при ангине значительно нарушает функцию дыхательной системы и приводит к резкому ослаблению организма. Что с ним делать? Сухой кашель требует особого подхода и лечения. Любой сухой кашель, каждый врач знает, что и каждый пациент нужно перевести во влажный, продуктивный. Для этого даются муколитические препараты, которые разжижают мокроту и выводят ее. Также хорошим лечебным воздействием обладает ингаляция, которая увлажняет слизь и помогает ее вывести. Также ингаляции помогают восстановить эпителий ворсинчатый, который быстрее освобождается от густой вязкой мокроты. Ингаляция делать с чем? Опять-таки, самый распространенный рецепт – это соль, сода и йод. Действительно, самым распространенным методом является вышеперечисленный. Щелочные ингаляции являются оптимальным вариантом. А даже ингаляция с боржоми является достаточно эффективной при густой вязкой мокроте. Дышит еще часто надсваренная картошка. Эффективен ли такой метод ингаляции? Такой метод ингаляции эффективен больше для бронхитов. Но при ангинах он противопоказан за счет своего термического действия. Миндалины воспаленные, гиперемированные, болезненные и при повышении температуры местной в виде ингаляции могут приводить к осложнениям и более затяжному процессу. То есть тогда получается, что ингаляцию с содой, солью и йодом в горячем виде также нельзя делать? Рекомендуется эти ингаляции делать с помощью небулайзера, либо юлайзера. Насморк бывает при ангине? Насморк не характерен для типичной ангины. При некоторых вирусных ангинах герпетической может наблюдаться насморк. А вообще все знают, что насморк – это причина в основном острых респираторных вирусных инфекций. Голос может пропасть на фоне ангины или осипнуть? Для ангины характерна более осиплость горла за счет отечности гортани. Отсутствие голоса при ангине не характерно. Это характерно все-таки для ларинготрахеитов, ларингитов. Лимфоузлы увеличиваются при ангине? Несомненно. Миндалины связаны регионарными лимфатическими путями с лимфатическими узлами. У нас существуют заднешейные лимфатические узлы, затылочные, околоушные, подчелюстные, переднешейные. Все эти лимфатические узлы могут воспаляться при ангине. При этом они болезненные на ощупь, не спаяны с окружающей тканью, подвижны. При ангине могут также болеть уши. Пациенты жалуются на то, что у них заложило ухо или есть какая-то стреляющая боль.
Действительно, достаточно часто жалобы при ангине могут быть болезненные ощущения в ухе. Это может быть односторонний процесс или двухсторонний. За счет интенсивности болей зачастую мы видим и радиацию боли в область уха. Но в некоторых ситуациях мы видим типичное воспаление уха, средний отит. Основным проявлением отита является тянущее ощущение в ухе, тупая болезненность, заложенность уха и болезненные ощущения в области козелка. Характерные прострелы в ухе — это иррадиирующие боли. Они не связаны с воспалением уха, с отитами, а все-таки это причина иррадиация. Головная боль — это также следствие радиации? Действительно, головная боль имеет смешанный характер при ангине и может быть как и радиация вследствие болезненных ощущений в горле, так и проявлением интоксикационного синдрома. А даже повышение гипотермии, повышение температуры тела может проявляться головными болями. Боль при ангине сконцентрирована зачастую в височной и затылочной областях. Это происходит по причине того, что повышается температура тела, повышается артериальное давление, частота сердечных сокращений, наблюдается приливы крови к голове. При этом наблюдается чрезмерное ощущение давления в затылочной области и в области висков. Почему болит и отекает шея при ангине? Вообще характерный ли это признак для данного заболевания? Действительно, отечность шейной области для ангины достаточно характерна. Чем более выраженный отек в области шеи, тем более выраженный и тяжелый процесс протекания ангины. Это проявление характеризуется за счет распространения инфекционного процесса и может наблюдаться при осложнениях, таких как паратензилярных абсцессах, натечных абсцессов в области шеи. При таком виде ангины, как дифтерийная ангина, ярко выраженные проявления отека шеи, которые могут доходить до грудной клетки. Это достаточно грозный процесс, который требует немедленного обращения в профильное лечебное учреждение, инфекционное отделение, инфекционные больницы. Сон нарушается при ангине? На фоне повышенной слабости при ангине наблюдается сонливость в дневные часы, но при этом в ночное время человек испытывает беспокойство, нарушение сна за счет болезненных ощущений, также выраженные боли при повороте головы. Отек миндалин препятствует физиологичному продвижению воздушных масс, а при дыхании, что тоже нарушает в свою очередь сон. Слезоточивость, покраснение и болезненные ощущения в глазах характерны для ангины или это уже симптомы, которые более присущи ОРВИ? Характерные симптомы и жалобы присущи для острореспираторных вирусных инфекций и в крайне редких случаях могут сопровождать ангины. Только вирусные ангины могут сопровождаться данными симптомами. Для бактериальных инфекций это исключение. Почему при ангине часто у пациентов бывает диарея? Диарея зачастую при ангине связана с основным методом лечения, с антибиотикотерапией. И чем более выраженные и чувствительные бактерии к антибиотику, тем более выраженным может быть проявление проносного действия. Также понос при ангине может наблюдаться и от приема других лекарств, которые обладают раздражающим действием на желудочно-кишечный тракт. Также диарея может и не быть связана с приемом лекарственных средств. Вследствие выраженной интоксикации организма могут быть проявления диареи и без лекарств. Кожная сыпь бывает при ангине? Кожная сыпь не характерна для ангины. Всего лишь при герпетической инфекции мы можем наблюдать мелкопузырчатую сыпь. И то в пределах слизистых оболочек, которая на
кожные покровы не переходит. Сыпь на коже всегда означает, что ангина протекает с другим кожным заболеванием, либо первоначальный диагноз ангины был выставлен неверно. Если высыпания появились на фоне острого танзелита, это состояние требует дополнительной диагностики и обращению к врачу.